не могу представить, что его не станет. Просто никак. 37 лет – это очень длительный срок. Меня зовут Татьяна. А я Анатолий. Мы вместе 37 лет, и женаты мы тоже 37 лет. Да, да. Отлично. Меня слышно? Не слышу. У меня была встреча со студентами института. Я был у себя дома, в студенческом общежитии. И совершенно случайно на кухне встретил Таню. Она мне понравилась. Як кажуть українці, запала в око. После этого мы не виделись несколько дней, и потом встреча произошла повторно, уже в дружественной, хорошей обстановке. Мы познакомились в гостях. Мы отмечали какую-то студенческую дату. Я была с парнем. Нам не хватило выпивки, и Толя принес, сбегал за добором, и было все в порядке. С этого времени мы стали с ним общаться по телефону. Причем очень интересно получалось. Утром, как только я чистила зубы, он обязательно звонил. У меня полный рот пасты. Ну, надо было отвечать. А потом я рассталась с тем парнем, с которым была в гостях, и мы стали с Анатолием встречаться. Я сначала не думала ни о каких серьезных отношениях, но когда мы ближе познакомились в плане общения, и я заметила, думаю, он не пристает. А дальше было предложение, я согласилась. Мы встретились впервые в студенческом общежитии со студентами. Я там жил, на кухне. Ну да, я эту первую встречу забыла уже совсем. Я сразу вспомнила гости, когда мы были в гостях и праздновали что-то там. И нам не хватило выпивки, а ты побежал за добором и принес. Отлично, было такое, да. Как я понимаю, было в зоне отдыха, у озера, когда мы отдыхали летом, плавали, купались, ели прекрасную рыбу, без хлеба, на жаре, соленую, копченую. Но мы не замечали того, что она соленая, копченая. Она для нас была в это время самая лучшая в мире. Я после этого жутко обгорел. Почему? Потому что был очень длительный загар под солнцем, под жгучим. Но ничего, все равно это не помешало получить удовольствие. Первое свидание у нас было на пляже. Я никогда до этого столько времени на пляже не проводила. Ну, как-то мы разговаривали, общались и не заметили такой большой жары. Толя привез из Кременчуга большую рыбу такую, леща. Я никогда до этого не пробовала такую рыбу. Она была очень вкусная, и даже без пива, без ничего мы ее съели. У нас не было воды, я лично жутко обгорел под этим солнцем, но это не помешало получить удовольствие от первого свидания. А потом еще пошли в кино. О, это было потом. Я был весь фиолетовый, я сидел фиолетовый с обгорелыми ногами в кинотеатре на жестких креслах. Ну ничего, я получал удовольствие. На мой взгляд, самая сложная наша жизненная ситуация была, когда у нас родилась дочь. Это было чтобы понимать точно, примерно через 14-15 лет нашей совместной жизни. Родилась дочь, но ситуация сложилась так, что наше совместное проживание чуть не дошло до нехорошей черты, до развода. И тогда, конечно же, мы, понимая, что у нас есть уже 3 мальчиков, тут появилась 4-я девочка, мы набрали в себе силы, сели за стол переговоров,
на маленькой кухне в нашей маленькой квартире и совместно обсудили эту ситуацию. Я очень хорошо помню трудную ситуацию для нашей семьи. У нас уже было 4 деток, и нечего было кушать. Это вообще-то страшно было. И вот такой момент, когда нечем накормить детей, при нашей ответственности с Анатолием за семью, за деток, мы тогда обращались в общество многодетных семей, кажется, они нам макароны какие-то давали, хлеб давали. Вот, помощь государственную для многодетных семей мы посчитали тогда, она была 16,60 на ребенка, и 4 детей, мы посчитали, что это вообще как бы не спасет нас ни в коем мере, и мы решили зарабатывать сами. Ну, в конечном итоге у нас это получилось, мы больше не голодали, и как бы не было таких моментов. Мне кажется, что у нас был самый трудный момент в жизни, когда мы нашу семью чуть не разрушили. Вот, когда уже дети были все, и вот я когда об этом вспоминаю, меня одолевают эмоции такие вот, когда слезы на глазах появляются. Да, было это очень непростой момент. При этом я мысленно благодарю свою сестру, которой уже нет на этом свете. Именно ее пример, может быть, негативный, помог нам принять правильное решение. Она развелась с мужем, который гулял и выпивал. У нее потом был второй муж, все было хорошо, потом он стал сильно пить и ушел. Гулять еще больше. И ушел к другой женщине. Мы для себя сделали вывод, что гораздо труднее семью сохранить. Развод проблем не решает. Развод проблемы не решает. Ситуаций было много. Когда пошли первые детки у нас, вот какие были сложности? Зима, снег, их не во что одеть. Что мы делали? Мы находили шубки. Вещи, старые бабушкины шубы, сидели ночью напролет, шили им шубы, зимнее пальто, и потом на летней колясочке по протоптанным в снегу дорожкам везли их утром в садик. Или позже, когда они стали ходить в школу, 2 детей пришлось с собой утром, потому что нам нужно было к 8 на работе быть, а их нужно до этого завести в школу. В переполненный трамвай надо было влезть. Что такое очень ребенка трудно запихнуть в переполненный трамвай, потом стиснуться самому? Не помещались рюкзаки. Мы рюкзаки снимали. Это обычная семейная жизнь. Я не считаю это трудностями, сложностями. Это то, через что надо было пройти. И когда вот это все вспоминается, у меня, например, всегда вот здесь на душе тепло. Я вот иногда задумываюсь, как бы я себя чувствовал, если бы вдруг я остался один. Неважно по каким причинам. Бывают причины разные. Почему возникают такие вопросы? Вот очень часто бывают такие моменты, когда нужно выполнить какую-то срочную работу, решить какую-то срочную проблему. И получается, что я, допустим, сплю один, а Таня работает в это время. Вы знаете, я себя в этот момент чувствую немножко одиноко, мне грустно. Мне не хватает того тепла, которое дает вот даже само присутствие человека рядом. Как это может быть, допустим, если этого человека рядом не будет? Я не знаю, возможно, и можно это как-то пережить, но вот то тепло, которое я получаю от того, что мы вместе, помогает жить, строить жизненные планы и как-то двигаться вперед. Я вообще не рассматриваю такую ситуацию, когда мы будем порознь. Я не могу представить, что его не станет. Просто никак. Я не готова, никогда не думала об этом. У нас дело в том, что все вопросы взаимосвязаны. И работа, и дом, и дети, и наша любовь, наши взаимоотношения. Все как-то, все вместе. 37 лет – это очень длительный срок. Мы уже как-то, мне кажется, стали единым целым таким.
то, к чему стремятся многие, когда ищут своих половинок. У нас это получилось. Поэтому... Когда мы вместе, это нас наполняет силой, это дает нам энергию, что-то совместно строить, какие-то планы, как-то двигаться по жизни вперед. Ну, в конце концов, давать пример нашим детям о том, что такое семья, как ее сохранять. Что бы там ни происходило, бывает всякое. Но вот мы будем вместе. Дай Бог. Я считаю, что у нас хорошая семья. Что бы там кто ни говорил, у нас хорошая, крепкая семья. И я уверен в том, что мы проживем много лет еще вместе. Ну, знаете, как говорят, ну, еще как минимум 40. Вот. И, конечно же, я хочу сказать о том, что я как любил тебя, дорогая, так и постараюсь сохранить это чувство в будущем. Что бы там ни происходило, я все равно тебя люблю. Просто я эту любовь проявляю по-своему, так как умею. Учусь, может быть, проявлять как-то иначе, как хотелось бы тебе. Может быть, больше делать комплиментов, может быть, больше делать подарков, сюрпризов. Комплиментов, сюрпризов. Ну, у нас еще есть как минимум 40 лет впереди, и у нас все получится. Я хочу сказать, что ты у меня единственный любимый мужчина за всю жизнь. И я тебе признательна за это. Я тебя люблю. Спасибо. Да, надеюсь, что вам понравилось тут видео. Аня, хочу тебе сказать спасибо, что ты предлагал твоим родителям участвовать в нашем шоу. Вот так. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки, комментируйте, что вам понравилось больше всего. И ждите новых видео. Да, я жду свою любовь. Таня, пока-пока. Пока-пока.